Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием Honor 100. И что здесь такое, почему он интересен и зачем он вам нужен. Первое. Я сравню его по съемке с Samsung A55, который уже является в каком-то смысле бестселлером, так как снимает он и правда хорошо. Второе. Смотрите, у него закругленные края, но при этом у него экран с пиковой яркостью, по моим тестам, в 1800 люксов. Это просто нереал. Плотность пикселей 436 ppi, а это субфлагманская реально плотность пикселей. Для некоторых флагманов даже она недостижима. Вспоминаем Asus Zenfone 11 Ultra, у которого вообще ниже 400 пикселей. Помимо этого, здесь новый процессор Snapdragon 7 Gen 3, притом супер-мега оптимизированный. Он реально безумно стабилен. Если посмотреть 3D Mark, потом увидите в тестах, он прям вау. Здесь наконец-то есть стерео, в отличие от 90-й модели. Несмотря на то, что это китайская версия, и пока глобалки нет, здесь есть и русский язык, и Google сервисы, то есть все здесь сразу на борту. Но, разумеется, без подводных камней. Снимает он неплохо, в сравнении с Samsung посмотрите. Исходников фотографий там с локацией 30 у меня в личной телеге можете скачать, посмотреть. И в целом сейчас подробненько расскажу. Смотрим. Распаковка. Поставляется Honor 100 в белой обыкновенной коробке из плотного картона. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 100 Вт и ключ для извлечения слота. Он прорезиненный на 2 нано-сим-карты. Разумеется, карту памяти запихать нельзя. Весит смартфон без чехла 184 грамма, а габариты 162 на 74 на 10 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю один смартфон. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro, то есть суммарно 3 смартфона. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо подписаться на канал с колоколом, написать комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала написать свое имя в телеге. Разумеется, подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. К слову, не забудьте открыть подписки в своем YouTube. Выиграете, я вам лично напишу. Начнем. Поставляется данный девайс в черной, белой, голубой и фиолетовой расцветке. Дизайн Honor 100 от дизайна Honor 90 отличается. Выглядит данная модель по мне неплохо. Тыльная часть выполнена из пластика, в целом как и рамка. Собран смартфон хорошо, но заявленной водонепроницаемости, разумеется, нет, потому что Honor же должен был на чем-то сэкономить. В прошлой модели у них не было стерео. Лежит Honor 100 в руке удобно из-за закругленных краев. Пользоваться одной рукой не совсем комфортно, но можно. Плюс смартфон довольно легкий. Особые проблемы у меня были при использовании мессенджеров, при записи кружков, потому что эти углы, еще и скошенные при этом у смартфона, не предполагают использование полусантиметра выше подбородка и ниже верхней рамки. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что неудивительно, но и не хорошо, микрофоны и стереодинамики. Звук неплохой, но при максимальной громкости а-ля 200%, он ничуть не супер громкий, это первое. Второе, крышка дребезжит, как и весь смартфон при максимальной громкости. И здесь чистой воды полуторка, я бы даже сказал, что перекос на сторону нижнего динамика даже больше 50%. Так что иногда создается ощущение, что здесь даже не стерео, но здесь стерео. Вибромотор обыкновенный, не настраиваемый, и это тоже печаль. Звук без всяких эквалайзеров, в общем, по максимуму Honor обрезал, что мог. Мини-джек, как и АК-порт, отсутствует. И вот насчет АК-порта, что 500 тысяч раз люди говорили, что это бесполезная тема, я недавно столкнулся с тем, что у меня навернулся пульт у кондиционера в самые неудобные моменты. Если бы у меня не было смартфона с АК-портом ночью, я бы очень сильно опечалился. Так что я считаю, что все-таки эта вещь полезная. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2664 на 1200 пикселей, 1,5К. В настройках разрешения можно поставить умное разрешение, но выбрать конкретно, какое у вас разрешение будет, нельзя. Это так же, как с автояркостью, которая здесь автоматически сама включается. Мы на стриме проверяли. Это, конечно, круто, что смартфон врубает автояркость без того, чтобы вы ее включали. Но это с одной стороны. А с другой стороны, когда вы играете, он тоже таким же образом включает автояркость и сбрасывает яркость, как будто он здесь ни при чем, и он не перегревался. Соотношение сторон 19,98 к 9 имеется поддержка HDR10+, плотность пикселей 435 ppi. Это прям субфлагманская плотность. Яркость, по моим замерам, 800 люксов, пиковая 1000
1800. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно, и даже если вы ее не включили, она все равно у вас будет отрабатывать. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках можно выбрать меньшее значение и функцию автоматического подбора частоты обновления экрана. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат не впечатляющий, но экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, PWM затемнение до 3840 Гц, шим выше 10% не поднимается, да, там пиковые значения, когда ты двигаешь ползунок яркости, прыгают до 20%, но в целом шим просто здесь великолепный, можно сказать, незначительный. Полноценный Always On Display в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и распознаванием лиц. И то и другое очень быстро отрабатывает. Лица можно завести 2, пальцев 5, притом пальцы должны быть разные. Один и тот же отпечаток пальца вы не заведете. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,63 ГГц, графический процессор Adreno 720, и он, разумеется, значительно скромнее и слабее, чем Snapdragon 8 Gen 2. Если кто-то думает про прошлое поколение, может быть, что-то на нем взять. Magic OS уже 8 версии, мне прилетало 2 обновления на 8 гигабайт и на 3 гигабайта. Android 14 версии. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 гигабайт или 512. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G только 3-й бенд на борту, его в основном используют, но все равно без 7 и 20, которых здесь нет, не особо хорошо иногда, потому что 7 используется довольно часто. Датчик приближения работает исправно, Bluetooth версии 5.3, NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест выдает точность в 3 метра, это же Qualcomm у нас. Если говорить про связь, в сети где-то месяц назад было много жалоб на отвалы связи, у меня отвалов связи не было в этом смартфоне. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке он выдал очень крутые 9 часов 9 минут, но здесь ожидание реальность, то есть когда ты начинаешь его реально использовать, в отличие от других смартфонов, которые могут показывать меньше, в тех же играх или на YouTube он пожирает довольно много, во всяком случае у меня. Смарт поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, а беспроводной зарядки нет, заряжается он от 0 до сотки. В среднем за 44 минуты, хотя по идее должен за 30. Иногда он заряжался у меня за 39 минут, до 50% с нуля он в основном заряжался за 20 минут. Разумеется, если вы будете не с нуля, как и рекламщики, заряжать, то, наверное, за 30 минут он у вас зарядится. При просмотре роликов на YouTube у меня в час уходит примерно 4% заряда, в играх от 25 до 30% заряда, притом яркость он сбрасывает прямо через 10 минут в PUBG New State, 90 FPS он не держит, и в целом сказать, что можно играть в него, допустим, в Genshin, я бы не сказал, потому что, еще раз повторяюсь, у вас есть iQOO Neo 9 на Snapdragon 8 Gen 2, который выбивает далеко за 1 000 000 баллов в Antutu, и он игровой, а этот все-таки довольно скромненький аппарат в плане производительности, то есть он чуть-чуть выше, чем нижняя планка. Нижняя планка, для того, чтобы у вас операционка нормально работала ближайшие года полтора, по мне 700 тысяч баллов в Antutu, он выбивает 800. Не так и много. То есть Android в следующий раз станет чуть-чуть тяжелее, они оболочку чуть-чуть усложнят, побольше анимашек добавят, и все, у вас уже уставший смартфон получится. Но это будет еще не скоро. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо. 237 гипсов минимум, максимум 350, в среднем 323 гипса на 100 потоках при 60 минутах. Разумеется, все тесты я проводил, что вы видите на экране, без чехла, но без всяких морозилок. Он прошел все великолепно. Особо отмечу 3D Mark, который показал просто безумную устойчивость процессора. Но, с одной стороны, мы имеем устойчивость процессора, с другой стороны, мы имеем сброс яркости с 8 сотен люксов до 5 люксов за 10 минут при игре в какой-то там PUBG New State, и это очень плохо. Я бы понял через 30 минут, но не через 10. Возможно, что-то где-то дооптимизируют и допилят. Хотя, мне кажется, что основной упор у них был не на это, а на обычное использование именно в оболочке, которую почти не настроишь, и на камеру. Переходим к камере. Основной сенсор здесь Sony IMX906 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, где-то данные другие, оптической стабилизацией, разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS максимум. Сверхширик с углом обзора в 112 градусов. С фронтальной части установлен сенсор Sony IMX816 на 50 мегапикселей с апертурой 2.1 и разрешением для съемки максимальным 4К 30 FPS. В стоке на смартфоне есть очень много различных режимов, фильтров, вспомогательных функций, но, как говорится, физику не обманешь, и короткие примеры в сравнении камер вы сейчас увидите, притом с Samsung, и притом, по мне, там даже присматриваться не надо, чтобы понять, кто победил. Вот это реальный заруб, это основной модуль 4К 30 FPS, и, как вы прекрасно знаете, вот так мы часто снимаем
эти объекты. А объекты довольно противные с точки зрения освещения. Вы сейчас видите, как хорошо справляется Honor или плохо, и как хорошо справляется Samsung или плохо. Притом сотни раз, наверное, за все ролики буду напоминать, что Samsung реально приобрести уже в 28 тысяч, 27 плюс еще там налог 1000 рублей. Он стоил, правда, 8128, но съемка от этого не пострадает. То есть она будет примерно такая, как вы сейчас видите. И да, здесь есть только 4К 30 FPS. И да, я сейчас расскажу вам о Honor 100, но это не делает Honor 100 стопроцентным лидером по съемке. Опять же, решать вам, что лучше снимает. И самая магия в том, что мало того, что это все может уходить на ультраширик, смотрите, и тот, и другой смартфон может уходить на фронталку. Притом Honor может делать еще X1.08. Ну и вот так вы ночью себя сможете снимать. Я думаю, более чем достаточно для того, чтобы оценить, насколько хороша съемка, да? Притом в этой паре разряжен Honor. То есть у него 15% заряда. И вот сейчас получше. Что-то как-то не заладилось сразу с самого начала съемки у Самса. Но вот опять же это говорит о том, что вы, если планируете снимать что-то, неважно насколько бренд, крутой бренд, не крутой, нужно смотреть за фокусом. Потому что посмотрите на автофокус у Samsung и посмотрите на автофокус у Honor. И скажем честно, это небо и земля пока. Почему здесь в хаосе снимаю много объектов, я думаю, те, кто занимается видеосъемкой, понимают, что это актуально. Когда ты переводишь с одного объекта на другой на разном расстоянии. Так, давайте ультра медленно 4К 30 FPS, без усиления звука для Honor, без усиления звука для Samsung. Вообще мне очень нравится с А-серии Samsung сравнивать, потому что в S-серии, допустим, я ничего супер фееричного не видел, но А-серия до такой степени похожа, не считая разрешения по съемке с S-серии, что меня прям это радует. Теперь можно поснимать на ультраширик. Еще поснимаю я, наверное, в эпичных местах, потому что мне очень нравится камера. Притом обоих смартфонов. И понятно, что здесь 30 FPS, но по мне этого очень даже достаточно. Ну и что, 4К 30 FPS в дневное время. Сравнение видео. И вот так вы сможете себя снимать днем. И X1 на Honor. Без психоза. Ну ничего так. 4К 30 FPS, немного живой съемки днем. Основной модуль. Съемка против солнца. И вот так вы сможете снимать. То есть на момент издания обзора, получается, я вчера размещал, позавчера, ссылку на А55 за 27 с налогом. И ну, это было 8128. А Honor 100 получается за 31, но, по-моему, 8256. Кратко, у них стоимость same одинаковая. Поэтому, по большому счету, нам интересна с вами разница в первую очередь в камере, так как в железе, разумеется, лучше Honor. Рынок. Видите, да, как что работает со светом? Со светом работает все одинаково. Но вот Samsung поймал чистоту, и Honor наконец-то поймал. Вот так сможете снимать в движении на рынке. АИ включено на Honor, и, разумеется, вот сейчас я сравниваю АИ в 4К 30 FPS у Honor с 4К 30 FPS у Samsung, у которого и так, мне кажется, АИ работают по умолчанию. Но это, опять же, мое субъективное мнение, мнение, опять же, человека, который снимает ролики
на смартфон. Собственно, на смартфон я снимаю на смартфон ролик. Но это я не накидываю по поводу того, что я разбираюсь лучше. Просто у меня специфика съемки в том, что мне не особо интересует, как он хорошо снимает людей. Да, меня интересует, когда я на фронталку снимаю, либо на основной модуль Ладно, меня интересует все. В общем, меня интересует вся съемка, но съемка людей у меня в обзоре одним кадром, который вы можете посмотреть на Польза Лайв, где я на основном модуле рассказываю про смартфон очень долго и упорно, обычно в течение минут 15. Обоих этих смартов переключать на фронталку. И это классно, потому что у того же OnePlus Ace 3V, который я тестирую, такой возможности нет. И ты вроде бы имеешь смартфон за те же деньги, но по видео все хуже. Вот такая вот беда. И на вопрос, зачем столько примеров видео, вот если вы уже досмотрели, значит вам интересно, как они снимают. И Honor может вот так еще X1 снимать. Сравнение в закате. И вот так вы сможете на основные модули данных смартфонов снимать в 4К 30 FPS, по 60 FPS. Веду максимально плавно, пока основной модуль. Потом будет ультраширик кружочком, также в течение 30 секунд. И потом сделаем кроп X2 и увидите, как они в кропе снимают. Ну, Honor прям конкретно осветляет картинку. Луна видна и там, и там, и там. И это хорошо. Ультраширик чуть-чуть медленнее стараюсь, но не получается. Закат. Надо успеть еще подснять камеру. Прям такой светлый у нас Honor, как он красиво делает видео. И X2. Кто бы мне сказал, что я с 35-м Samsung это дело сравниваю. Это, конечно, для меня даже унизительно. Потому что раньше я третью линейку не покупал принципиально, мне она была неинтересна. А сейчас мне стало интересно, почему? Потому что стоимость лояльная, 21 тысяча, да, у него тормознутая система. Но 55-й тоже не имеет супер маленьких рамок. Классно, когда ты можешь везде все вот так вот прогнать кружком X1. И сразу все встает на свои места. Ну смотрите, 4К 30 FPS без АИ, без включенного шумоподавления и на основной модуль. 4К 60 FPS здесь нет. Из интересного я, разумеется, потом включу АИ. Сейчас включу на ультраширик. Переключение вы видели. И круто, что ультраширик может снимать 4К 30 FPS. Не круто, что что-то у него с автофокусом. Будем считать, что это улучшалка. Ну давайте сейчас переключу на основной модуль. С основным модулем все в порядке. Еще раз на ультраширик. Все, сейчас с автофокусом у него... Не, видите, ветер дует и все. Он реально реагирует на ветер. Можно переключать на фронталку в сумках. Очень круто. Но это 1080p 60 FPS. Основной модуль. К слову, 2 обновления было на 11 гигабайт. Я, скорее всего, вам об этом в ролике уже рассказал, но все равно. И самое обидное, да, что на ультраширик с этого режима не перейти. То есть у нас только есть возможность переходить в 4К 30 FPS. На паузу можно ставить, можно X2 сразу делать. Вот сейчас включена функция АИ, но она почему-то не работает в 1080p 60 FPS, только в 1080p 30. Может, с новой прошивкой будет по-другому. Но смотрите, с функцией АИ... Нет, тоже с фокусом какая-то беда происходит на ультраширике. Видите? Вот что с ним? Ладно, не будем его мучить. Не знаю, мне кажется, с АИ особо не лучше. Вот сейчас я для примера шумоподавление включил, хотя шума здесь практически нет. И вот так. Мне скажут, остановись, достань штатив, поставь. Включи фейерверки. По-любому его потом будут пиарить через месяца полтора со всех утюгов в глобалке. За какой-нибудь просто бездушно безумный ценник. Но вы и без меня об этом знаете. И X2. Так что если вы смотрите это дело в уже, я думаю, мае, а не в апреле, когда я это делаю ролик, знайте, что, скорее всего, их уже распиарили под самое не балуйся.
4К 30 FPS, АИ, и вот так вы сможете снимать кружку. Я вам скажу, что с автофокусом здесь даже на фото, если ты HDR выбираешь, какая-то беда, поэтому если вы вот сейчас поближе, если подносить, то видно. Круто, что можно уходить на ультраширик, но все довольно сильно дерганое. X2, X1, ультраширик. С другой стороны, неплохо. 4К 30 FPS, съемка, фотблогинг, ультраширик. FPS. Вы думаете, вы любите курицу? Нет. Вот так на улице можно поесть много курицы. И ультраширик, 4К 30 FPS. Фронталка 4К 30 FPS, Honor 100. Вот так в ночи. И включил еще шумоподавление. Еще 80-60 FPS. Пицца. Хавайи. Всякие вкусняхи. Мороженка. Кстати, выбор здесь получше. И умножаем это 10 яиц. Получается где-то 130 рублей. 1080p 60 FPS и съемка с двух рук. Это, разумеется, фотблогинг. Тоже 1080p 60 FPS, немного неромантичных блинов. Но вы всегда сможете зато оценить, насколько что хорошо снимает. Кстати, ближе здесь по цвету Samsung. Хотя Samsung. 1080p 60 FPS, основной модуль. Ширик 1080p 30 FPS, к сожалению, только так. И он, как вы поняли, без автофокуса.
вообще как-то фокус у меня вообще что-то на нем не работает. Ну-ка. Еще раз ультраширик. Или что-то с фокусом у него не то. Нет, есть автофокус. Просто он какой-то странный. Если ты так поднесешь кружку, он на ней сфокусируется. И дальше уже не может сфокусироваться на ярком объекте. Нужно опускать вниз. Вот так. X2, X1, максимум X6. И по мне он, получается, переключается, да, на основной модуль. Но опять что-то, видите, происходит с ним не то. Все протерто. Минусы: нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет 7 и 20 бенда, нет телевика, в отличие от какого-нибудь Realme 12 Pro Plus, который можно было приобрести на сейлах стабильно там по 28 тысяч, и нет возможности установить microSD. Плюс довольно скромное железо для этой стоимости, и напоминаю, что это китайская версия. Когда они выкатят глобалку, это будет примерно как Sonor Magic 6 Pro. Вы со всех утюгов будете слышать, что это круто, а потом будете смотреть цену и понимать, что Honor Magic 6 Pro стоит так же, как Samsung S24 Ultra, и думать, а почему так дорого? Так вот, примерно то же самое будет с Honor 100. Вангую. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Никакие там великолепные решения с фронталкой, которая довольно большая, из разряда острова и всего остального я не освещал, потому что это дело маркетологов, какие-то суперфишки. Мое дело указать вам на недостатки устройства. И резюмировать я бы хотел максимально долго, мучительно, но просто. Этот смартфон классный, с одной стороны. С другой стороны, здесь нет 7 и 20 бенда, и для многих вот это вот дело на него ставит крест. Это первое. Второй момент по поводу всяких тем из разряда стерео. Здесь оно есть, но оно ощущается довольно странно. Если говорить о глобалке, я уверен, что они выкатят ценник просто космоса, ввиду того, что даже за этот ценник у него конкурентов много. Тот же Samsung A55, понятно, что у него космические рамки, но он по камере лучше, опять же для меня, может быть у вас как-то по-другому. Если говорить про игровые возможности, iQOO Neo 9, который дешевле, на Snapdragon 8 Gen 2, и понятно, у него там минус полгода поддержки, но с другой стороны, мощи-то в 2 раза больше. Здесь у нас ни металлической рамки нет, ни каких-то фишек особых, кроме, опять же, плотности пикселей, герцовки. Очень слабо настраиваемая оболочка, мне реально не хватает ничего здесь, то есть для того, чтобы им пользоваться после каких-нибудь тех же iQOO, Realme, OnePlus, Xiaomi и даже, не знаю, яблок, здесь очень мало настроек. И в целом, если у вас умные часы Honor, ноутбук Honor, возможно, еще какие-то аксессуары, рекомендовать могу. Во всех остальных случаях говорю девайсу да, только если вам хочется поиграться и продать его в те же деньги. Глобальной версии заранее говорю нет, здесь нет ничего такого. Несмотря на то, что и Honor, и Huawei сейчас разные бренды, при любом раскладе Honor позиционируется как бренд ниже. Мы смотрим на новые Huawei с их выдвижной камерой, да, переменной оптикой, физической. Honor такого нет. У Honor только супермаркетинг с этим Honor 6 Pro в глобалке за космические деньги. Вот и все, что требовалось доказать. В целом, смартфон за 30 тысяч рублей адекватный. Если вы фанат этого дела, у вас много аксессуаров, рекомендовать могу. Но на рынке даже за тридцатник просто море устройств, которые в чем-то всегда будут лучше. А Honor еще и очумеешь продавать. Повторяюсь, от меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, планируете ли вы себе это дело приобрести. Каких-то крупных недостатков я в нем не обнаружил. По дизайну решайте сами, нравится он вам или нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.